I told you, stop. Нахуй это делать, блядь? Why? What police? What police? What are you doing? В предыдущих сериях мы были шокированы настоящим Ливаном и уже начали знакомиться с Иорданией. В этом заключительном выпуске мы станем свидетелями пожара, испытаем боль, будем не раз обмануты. I told you. Уйди, сказал, сука. Зайдем в пустыню, Их тупо завалило, разломало. нарвемся на неприятности What are you doing? What are you doing? и много чего еще интересного. Присаживаемся поудобнее и сразу ставим лайк. Спасибо. Приятного просмотра. Я этого сейчас не снял. Прошу прощения, просто остановилась машина. Он такой говорит, садись, типа, куда ты, на море? Beautiful man. Я такой думаю, чё? Он говорит, как тебе девушки Омана? Я говорю, я не знаю, лицо закрыто, я не всматриваюсь. Я говорю, я вообще женат. Сказал, что женат? Он говорит, а что ты любишь в сексе? S or for? Я такой, чё, пошел ты на педрила. Просто на джипе такой аккуратненький мужик. Вроде не скажешь, что пидорюга. Аккуратнее с автостопом в Иордании. Аккуратнее. Hello. Hi. Where are you go? Waterfall. Come in. Come in here. You welcome to Jordan. You Mantiga. You are you? Where are you from? America. Where are you from? Белоруссия. Oh, Russia. Russia. Very nice. Oh. Когда они услышали слово «Россия», то в момент включили этот трек. И, кстати, если вы его не знаете, то поздравляю, вы абсолютно здоровый человек. Что ж, дорога оказалась чересчур насыщена приключениями и историями, первая из которых — это пожар, причина которого не палящее солнце, а идиоты с сигаретами. Да, местные курят где захотят. Пожар, свидетелем которого стал я, пытаются потушить, срывая с крыш баки с водой. Это обойдется им очень дорого, не считая сгоревшего содержимого склада. Пожарные вот-вот до нас доедут, а пока они в пути, покажу вам кадры из Аммана. Именно так наполняют эти баки с водой на крышах. В большинстве домов столицы нет центрального водопровода. Воду привозят раз в неделю. На каждую квартиру по баку. Хочешь второй или третий — покупай. Хочешь еще воды — заказывай у частных фирм. Скажете, что для пустыни засуха это логично? Да, логично, но здесь проблема далеко не в засухе. Иордания – вторая страна в мировом рейтинге по малому количеству воды. Есть два главных ресурса – это реки Иордан и Ярмук, которые делятся водой еще с Сирией и Израилем. И в связи с нестабильной ситуацией вода периодически пропадает. С приходом беженцев потребность воды возросла настолько, что Иордания и попала на второе место мирового рейтинга по малому количеству воды на душу населения. Максимально странный день сегодня вышел, учитывая, что у меня обломалось второе мое важное место из двух в этой поездке. Понимаете, есть большая разница между местами, которые я хочу показать для блога. Ну, к примеру, вот я приехал на Мертвое море, окей, ну вот гляньте, оно здесь есть, оно прекрасно, по факту, все. Надо учиться по жизни успокаиваться. Если что-то не получается, нельзя сесть тупо и сидеть, чего-то ждать. С неба ничего не упадет. А есть места, которые я хочу увидеть лично для копилки моей жизни. И в эти места всегда трудно попасть обычно. Да, мать его. Я на Мертвом море. Максимально не хотел приходить на эти туристические места, но... Раз я здесь, значит, давайте ориентироваться по месту. Факт. В Мертвом море нельзя утонуть. Тебя вода держит на плаву. Я с детства слышал этот факт, но никогда не ощущал это на себе. Самое время это проверить. Ты скажи ты уже что-нибудь. Я себе между ног натер штанами, когда ходил много. Как это щипет. Еще какое-то время я без преувеличений не мог двигаться. Помогла пресная вода и грязь. Ни в коем случае не лезьте в воду, имея рано, если вообще успеете сюда приехать, ибо в среднем в год на 1 метр падает уровень моря. Are you from Aqaba? Could you up me to Aqaba? My name is Vlad. Vlad. Nice to meet you. I go to Aqaba. Aqaba. Come on. No problem? Oh,
Все меняется просто поминутно, отвечаю. Я сюда приехал 2 часа назад, договорился с чуваком, что останусь в этой палатке. Но нельзя останавливаться, нельзя стоять на месте, как бы я ни устал. Едем дальше, едем в Акабу. Только что сказали go to Акаба, go. Потом резко вдруг поменяли планы, мол, не-не-не, мы в Оман. Но, пожалуйста, они разворачиваются и едут в сторону Акабы. Ладно, мое место все-таки сегодня, значит, здесь. Этого человека зовут Мухаммед или Али. Честно говоря, я не помню, потому что звали мы друг друга просто Фрэнд. Он является владельцем придорожной точки с печеньем, чаем и водой, каких на побережье, к слову, очень много. Домой возвращается раз в 3 дня, ночует здесь же и плюс дает за $10 в ночь палатку туристам. Чтобы остаться в ней бесплатно, мне пришлось прям заговаривать зубы. Ночью меня ждал шум местного душа, звуки постоянно приезжающих и духота. Да, открыть палатку нельзя, ибо кругом стаи собак и тучи мух. Good night. Bye. Каждый раз задумываюсь, когда ложусь спать. Вот что, если бы я, допустим, повернул не на ту улицу или сел бы в другую машину? Ведь исход вечера был бы абсолютно другим. Представьте, абсолютно другим. Это, кстати, мой первый ночлег в палатке за все время путешествия. И именно здесь, на берегу Мертвого моря. Всем доброй ночи. Thank you so much. How long are you working here? Monday. No, Sunday, Monday. One, two. 2. Yes. I, you, friend. You my friend too. Yes. Hello. Hello. I go to Akaba, correct? Karak. The Karak to Agaba. Yeah. Thank you so much. So much thank you. Bye bye. My birthday. Да, я еду в Акабу, но я хочу денег. I want money. Yes? На объяснение того, что у меня нет денег, ушла почти вся дорога до плантации, куда мы заехали по работе. Хоть передо мной далеко не иорданцы, при фразе «я из России» мне снова включают все ту же песню. Но вы поняли. Oh, water? Yes, can I help you? Огурец. Огур. Maybe you. Okay. Томато? И они так растут? Класс. Держи, братец, от души. Фу, волнительно. Рабочая сила Иордании также разнообразна, как, к примеру, московская. Иными словами, есть все, но большинство это египтяне. Согласно соглашению между Иорданией и Египтом, приезжие с легкостью устраиваются на работу, не требующие опыта. Стройки, кафе, выжимать сок, носить кальян и так далее. Работают без выходных какое-то время за 250-400 евро и затем возвращаются на родину отдохнуть. В то время как местные продолжают рвать задницы на своих торговых точках. Кто-то ухаживает за своим рабочим местом как за домом, кто-то нет. Средняя заработная плата по данным из сети $1500-2000. Со слов местных 700. Официальный уровень безработицы 15%. В мировом рейтинге это 169 место из 186.
Привет, я Давид. Если вы давно задумывались о бизнесе, то есть новая крутая тема из Китая. Power Bank Sharing – сервис удобной зарядки гаджетов, или, проще говоря, аренда пауэрбанков. Как это работает? Открой на смартфоне браузер, приложение или бот. Введи номер терминала или найди его на карте. Оплата спишется с привязанной банковской карты. Забери пауэрбанк, заряди телефон. Вернуть можно в любой терминал города. В Китае уже разместили 600 тысяч терминалов. Тренд активно распространяется по миру. Успей организовать этот сервис у себя в городе, а моя команда тебе с этим поможет. Организуем поставку из Китая, предоставим наш собственный софт, и ты начнешь зарабатывать. Have a nice day. Записывает моя родненькая красотка. Минус этой камеры в том, что нужно постоянно проверять, пишет или не пишет. Все датчики световые у меня залеплены вот такой штукой, чтобы не смущать людей. Каждый раз приходится отклеивать, проверять. Welcome to classical video. Добро пожаловать в классическую атмосферу видеосъемки мага-шоу. Все, как обычно, на ходу, на лету. Наконец-то согласились пообщаться, дать небольшое интервью. Быстро меняем носочки, моем ножки влажной салфеточкой. Вот так. А как по-другому? Нет времени объяснять. Погнали. I'm Vlad. What is it? Excuse me, your name? Vlad. Vlad, okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yes, there are some strict rules. For example, during Ramadan, we can't eat on the streets during the day. You can't smoke in the streets during the day. Like if the police catches you, you go to prison. And when it's not Ramadan, you can't even like drink on the street. It's forbidden. There are also clothes rules. You can't wear anything you want. Like you can't wear something that is very open. My hair. Yes, of course, people look at my hair because it's not something they always see on the streets. So their reaction is, oh, what is this? How come purple hair? Why in Jordan? But they are changing their minds slowly. Okay. Yeah. It's the same as tattoos. Like when they see tattoos, they are like, oh, what is this? Or they look at you like different. Правила Иордании зачастую становятся законами, нарушив которые можно загреметь. Проникнуть на женскую территорию или погладить волосы незнакомки – полгода тюрьмы. Подглядывать за женщиной от 3 до 6 месяцев. Шлепнуть по заднице или случайно прикоснуться к груди – 4 года. Гомосексуализм по типу как в Чечне. Стремятся к тому, чтобы его не было вовсе. Какими методами, объяснять, думаю, не стоит. Кстати, от наказания до 3 месяцев можно откупиться штрафом по тарифу 2 евро в день. И раз уж заговорили о нарушении закона, то я уже нахожусь на пропускном пункте в пустыне Вади-Рам, куда попутно ехал с русскими туристами. И если вдруг вы сейчас это смотрите, извините, что не попрощался. Вы так славно отвлекли охрану, что другого момента пробраться не заплатив, я бы не нашел. Пропускной пункт, платишь билет и справа объезжаешь по трассе. А здесь есть спуск вот такой для своих. Хрен знает, куда иду, честно. Буду делать вид, что сейчас фотографируюсь. Тихо, молчите, я потом все объясню. Мне сейчас главное пройти. Вон машина откуда выезжают, там пропускной пункт. Отвечаю, это просто проще некуда. Я хотел обходить вон те горы, но это заняло бы много часов. Hello, Wadi-Ram village. Oh, I haven't money. I haven't money. У этого чела машина скоро развалится. Я не знаю, как мы доехали. Ну что, дорогие мои, я в Вади-Рам. Вади-Рам деревня. Она напоминает больше на самом деле Таджикистан. Типа ничем не отличается. Только бедуинов полна. Бедуины — это местное население. Я уже люблю это место. Извините, что жую, потому что я очень голодный. Я в этой дороге прям крайне мало ем, что забываю. Кипиш, 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 суета здесь. Так вот, проходил мимо, чувак останавливается, говорит: слушай, я хочу открыть свой хост, но для этого мне нужны положительные комментарии, отзывы какие-то. Типа это бесплатно, просто на букинге, помоги мне. Я говорю: да мне нет проблем. If you want to help me, you can. If you don't help me, not a problem.
И потом он говорит, хочешь, остановись у моего друга? Я говорю, у меня нет денег. Он говорит, тогда приходи ко мне и остановимся у меня. Ну и еще небольшой завтрак меня подогнал. Oh, thank you so much, thank you. Я считаю, что день начинается очень отлично. Подкрепились и в дорогу. Сейчас будете прям в шоке. Прям будет красиво и аж в хорошем настроении. Покажу вам все на высшем уровне. Ну что, банда, погнали к самому сладкому. Я захожу в саму пустыню. Деревня заканчивается вот на таком прекрасном моменте. У нас два вида пересечения пустыни, значит, на верблюдах и на такси. А, есть и третий вариант, если вы вдруг как мага идете пешком. Слушайте внимательно, если вы сюда соберетесь, пожалуйста, прошу вас, аккуратнее подбирайте себе ночлеги, кемпинги и прочее. Кемпинги в основном стоят у склонов, под скалами. Здесь постоянные обвалы. Это в порядке вещей. Некоторые кемпинги, они просто закрываются, потому что их тупо завалило, разломало. И вот в таком состоянии оно все осталось лежать. Поэтому я прошу вас, аккуратнее. Я прошу вас еще раз, аккуратнее. Внимательнее, подбирайте ночлег. Вообще ни души, никого. Релакс. Ни интернета, ничего. Я не советую ни в коем случае ходить. Рот заплекается. Пешком по пустыне не советую ходить, потому что, ну, как минимум по этой. Здесь не песок, здесь в основном камни. И стирается обувь. Стирается к чертовой ядрене. Я пока шел, это очень... А кемпинги эти, по сути... С неплохим таким, вот эта хрень летает, сука, кусается. Проснуться вы можете вот с таким... В рот залетела мразь. Вот с таким видом. Выйти во дворик, так, знаете. Оп-оп. Главное, не смотреть вниз. И все. Фу, блин. Стрёмненько. Сомнительный маршрутик, на самом деле. Сумку никто не возьмет. Если аккуратно, то, может быть, все будет. Фак, мне аж туда наверх, а потом спускаться. Блин. Любое место можно прочувствовать только через свои ноги. Только. Джипы — это все классно. Верблюды — атмосферно, тематично. Но только на своих ногах вы можете реально стать одним целым, с местом. Только так. Если бы я не прошел сейчас все вот эти километры, хотя бы до этой точки, черта с два, как говорят американцы, я бы ничего не понял из этого. Я хочу это запомнить на всю жизнь. Это один из лучших видов. Тишина. Просто тишина. Этот вид бесспорно можно назвать одним из самых. Круче него в этом месте, наверное, только тишина. Обязательно поиграйтесь с эхо, когда окажетесь здесь. Та-ра-пап-пап-пап-пап. И теперь еще парочка советов. Не вздумайте снимать подобные кадры, ибо возвращаться по песку в жару за камерой далеко не удовольствие. И самое главное, запаситесь москитными шляпами. Я не шучу. Мошки налетели, мрази, шавки. Дома вам не сидится. Свалили нахер. Да уйдите вы, уйди, сказал, сука. Ай, мухи эти, ёб... Ушли, блядь. Теперь о важном. Глядя на эту красоту, создается ошибочное мнение спокойной, изящной страны, но всегда бок о бок с нами, как мухи в пустыне.
летает горькая правда. Кадры из рабства, которые я показывал вам в выпуске из Ливана, можно скопировать в выпуск и про эту страну. Попрошайки, использующие детей или инвалидов, по миру распространенное явление, и Иордания, ох уж не исключение из списка. Не редкость, скитающиеся дети по улицам, перепродающие воду, просящие мелочи, это далеко не самое худшее. Больше меня взволновало отношение к животным. Голубь в Иордании считается домашним питомцем, как для нас, к примеру, кошка или собака. Только отношение к ним не соответствует нормам. Дети забрасывают их в бумажные пакеты и постоянно куда-то уносят. Со слов местных, дети доставляют птиц египтянам, которые их фаршируют. Да, в Египте голубь – это деликатес. Все бы ничего, но смотреть на кучу птиц в одной грязной клетке, которые топчутся друг на друге, неприятно как минимум. Учитывая, что все это в самом центре старого города. И нахожусь, я напомню, не на черном рынке Афганистана, а в туристической Иордании. Go to village? Can I? I will help you. Oh, thank you. We are Belarusia. Belarusia. My name is Vlad. My name is Simran. I belong to India. India? I'm from India. Так, отматываем назад. Мы хоть находимся и в Иордании. Прекрасная деревня Вади-Рам. Посмотрите, горы, море, дорога в пустыню, с которой я сейчас приехал. Но небольшой тур по Индии. По сути, все то же самое. Пожалуйста, заходим, проходим. Хорошо, вот так. Значит, тот человек, который меня сейчас привез, он с Индии, студент, работает здесь. На год где-то приехал, как говорит. И вот в этой комнатке проживает... Я даже не знаю, сколько человек. Вот здесь какой-то типуля или два, он сказал. Здесь на полу один. И на этой кровати 3 человека. Плюс вот эта VIP-комната какая-то. Гляньте. Ну, скажем, такое себе такое, конечно. Мне было очень интересно. Вот я еду по деревне утром, да? Я такой думаю, что за постройки? А что там такое происходит? Здесь и трущобы индийские, и домов местные. Жесть, конечно. Не зайдешь, не узнаешь, понимаете? А вроде стоят такие здания. Он пошел работать, оставил меня и говорит, можешь пару часов отдохнуть. Да, вы не обознались, спустя 4 дня. Столько херни просто произошло, я не знаю, с чего начать, но давайте по порядку. Значит, после этого индийского релакса я отправился к человеку, помните, который утром меня угостил завтраком и сказал, что этой ночью я могу остаться у него в гостях дома. If it's difficult for you, I can go. Go where? Just walking. Мы приезжаем в чей-то недостроенный дом. Он кидает мне на пол какой-то матрас, и, знаете, меня это не расстраивает. Меня расстраивает больше выражение его лица, потому что оно выглядит так, типа, чел, зачем ты сюда пришел? Да, я приглашал тебя, но это был такой показательный жест благодарности за то, что ты помог мне утром с Фейсбуком. Не более. Take shower from this one. Take shower. Okay. Я собрал вещи и просто ушел. Потому что все эти вопросы, мол, а что, у тебя даже 10 баксов нет на хостел? Че, серьезно? Ну ладно, в принципе, можно. Это все херня. Если человек хочет помочь, он берет и помогает молча, как человек человеку от сердца. Поэтому я ушел. К черту это все. Я воспользовался в очередной раз каучсерфингом. Списался с приглашающей стороной и отправился заселяться. Maybe you know this. Ahmad or Muhammad? Muhammad. I'm Vlad. Hello, how are you? Fine. And you? Fine. How are you? كيف حالك? Arabic or just English? English, yes. English. Yeah, I'm sorry about this mess. Perfect. You're a Christian? Christian. Jesus. Ah. Today I need after 1 hour need to go to Aqaba. До последнего хочется верить, что это совпадение, только факт остается фактом. После положительного ответа на вопрос, являюсь ли я христианином, у него сразу появились дела и забронированный ночлег
отменяется. No problem. 5 minutes and I go out. No problem, no problem. Этот человек ехал в одном направлении со мной. Я тупо попросил его отвезти меня на трассу. Это 6 километров. И здесь тоже. Нет, прости. Я реально не понимаю, что с ними не так. Nice to meet you. Nice to meet you too. К слову, я простоял 1,5 часа на этой трассе от его дома, и никто не выезжал. Вот так. Hello. I go to Petra, but I ля money. Ля. It's okay. Классика. Привет. 2 dinar, 2 dinar. Oh, 2 dinar. I told you that I haven't money. No, zero. I told you. I told you. I know, I haven't money. I haven't money. No money, no, zero. I told you. Zero, you know? Yes. Какие же они трудные люди. Максимально трудные. Далее, просто сумасшествие, я встречаю ребят. Меня забирает какая-то машина, молодежь, 4 пацана. И мы с ними договорились, что они меня провезут 20 километров вперед. Водитель начинает нервничать. У него нет денег. И они меня просто везут к ментам. Серьезно. Просто сдают в полицию. I told you, stop. Нахуй это делать, блядь? Why? 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 Give me my bag and I go. What police? What police? I told you I needn't police. Good afternoon. Good afternoon. You are from? Белоруссия. You are from? Белоруссия. Open the door. Что нет? What? Что вот? Что вы меня держите? Yes, What are you doing? Okay, What are you okay, doing? okay. What are you doing? No problem. ما في مشكلة. It's okay. ما في مشكلة. Хотел попасть в старинный город Петра, попал в отделение полиции. Кстати, продержали меня совсем недолго, всего пару часов, проверили документы и так далее и тому подобное, и отпустили. Мне попались такие хорошие люди. Это какие-то студенты из пригорода. Они меня поселили у себя в общежитии. Собрали даже огромную, прям гигантскую собойку. И позже посадили на автобус до Аммана. خليها جاي. جاي. You have to go now. You have to go now. Nice to meet you. Thank you for all. Thank you so much. So much. Shukar. Shukran. so much. Thank you. Take care, I okay? text you. I text you. Take care. Bye. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to. يلا يا شباب. يلا يا شباب اللي على بوتي جامعة. Да, именно так я попал обратно в этот город, с которого так скоропостижно пытался сбежать. Видимо, судьба. Знаете, всего один вердикт по этой стране. Если у вас, не дай бог, возникнут проблемы в Иордании, то помощь, возможно, будет найти трудновато, мягко говоря. Ну а я на этом, друзья, хочу закончить это видео, хочу попрощаться с вами. Через пару дней у меня самолет, я прилетаю как раз к своему дню рождения. Мне исполняется 25 лет, юбилей. И в честь этого праздника хочу попросить вас собрать 25 тысяч лайков. Я понимаю, это много, но мы можем хотя бы просто постараться дойти до этой цифры. Почему нет? У меня в запасе несколько дней, и я хочу в преддверии своего юбилея, такой цифры, просто выключить камеру, помолчать, перестать бла-бла-бла говорить, просто помолчать и подумать о жизни. Мне, правда, есть о чем подумать. Ох уж, есть о чем подумать. Например, о том, что когда я покинул Ливан, там началась почти гражданская война. Или ровно в тот день, когда у меня не вышло попасть в Сирию, там начались боевые действия, причем немалых масштабов. Иорданская пословица гласит: ветры дуют не так, как хотят корабли. И это правда. Только вот если что-то идет не по вашему плану, это не означает, что все плохо. Чаще наоборот. К сожалению, на моем пути в Иордании встречалось немало негативных людей, но по овце стада не судят. Пожалуй, запомню только хорошее. Многое осталось нетронуто. Искусство, живопись, музыка и даже наркотики. Да, они здесь вообще отдельная тема. Можно было бы даже сделать и 3-й выпуск из Иордании, но всему свое время. И сейчас время моего дня рождения. Да, время моего 25-летия.
4:30 утра. Сейчас. Не спрашивайте, я тоже не понимаю. Моя девушка делает мне сюрприз. И для этого мне нужно собраться и уехать. Но тут дождь идет. Открывай. Алло. Я искал такую штуку, когда тебе сюрприз сделал. Я даже не знаю, что это за место. Такое людное. Такое странное место, да? Так удивительно. Где же это может быть? Так, нам нужно разноцветное пятно. Твой мозг — это разноцветное пятно. У меня хотя бы он есть, в отличие от тебя. О, все, молчи. Не трогай, ничего не трогай. Да, он же не значит. Я пришла, осторожнее, нет. Это не я. Пять, 4, 3, 2, 1. Я ничего не вижу. В общем, мне устроили отличный праздник с кучей подарков. А уже послезавтра на моем календаре Новый год. Поэтому с наступающим вас. Или уже с наступившим, неважно. Просто будьте счастливы. И не забывайте оценить это видео. Лайк, дизлайк, выбор за вами. Что ж, огромное спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Мага. Скоро увидимся. Обнял.